Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Степан Демура на связи. Степан Кенович, приветствую вас. Добрый вечер. Ох, сегодня есть что обсудить по-настоящему. Ворох целый. Люди набросали вопросов там просто огромное количество. Необыкновенное количество вопросов. Будем на них отвечать обязательно. И, конечно же, уделим этому время. Ну и, конечно, обсудим такие две магистральные темы. Это событийная история. Событие прям до Москвы долетело. Разбомбили в Капотне, собственно, НПЗ, да, и есть попадание. Оценим, что это было и к чему это ведет на фоне международных контактов. Г7, Трамп, который как бы вроде как переобувается. Ну и, понятное дело, Трампа оценим, потому что у него какая-то, ну, я не знаю, неразбериха. Он тут говорит: не благодарите, нефть потекла, рынки счастливы, да, Иран никогда не будет иметь ядерное оружие, все хорошо. А комики всякие над ним смеются, говорят: елки-палки, капитуляция США. Очень интересный сегодня эфир, друзья, поэтому поставьте лайк обязательно, сделайте это. Подпишитесь на Демуру, подпишитесь на этот канал, где смотрите, и, конечно, поучаствуйте в эфире, оставьте свой вопрос в сообществе, в клубе, и, конечно, в чате будет в самом финале сессия интерактива, да, как бы, поэтому в самом начале не пишите вопросы в чате трансляции, они просто улетучатся. Лучше проголосуйте в вопросе. Какой ответ будет Москвы на удары по Москвы на удары по Москве? Какой ответ будет, да, у Кремля, у России на эти удары, которые сегодня с утра были? Варианты ответов: дамба в Киеве, энергетика. Ну, то есть каменный век, трагедии, удары, такое что-то будет монументальное, инфраструктурное. Второй вариант: будет охота на Зеленского и верхушку. Ну, то есть конкретно начнется какая-то вот такая история, как вот Израиль с Америкой против Ирана. Ну, вот так это будет выглядеть. Третий вариант: наступление на фронте. Сегодня очень такие, ну, достаточно серьезные новости пришли из Донбасса. Райалександровка по отчетам России взята, а это, ну, это прям подступы. Славянск уже как бы добрый вечер. То есть мы понимаем, что это серьезное продвижение, там серьезный укрепрайон, Райалександровка, там выше, ближе к Лавре райгородок. В общем, такая достаточно серьезная как бы история на Донбассе. Сегодня об этом стало известно. Ну и четвертый вариант: какой ответ будет на удары? Ну как какой? Перемирие, переговоры, ну и все, конец войны. Ну, то есть вот такой ответ. 4 варианта. Давайте начнем с этой очень и очень дымной темы, с кучей мемов и всего на свете. Как вы оцениваете вот это событие? Все-таки это, ну, давайте так, не кривя душой, это событие. То есть, учитывая геополитический контекст, как думаете вы? Э, Ну, если посмотреть, скажем так, чисто чувственно и волнительно, то да, это вот прям по морде кремлевским дали. Какие молодцы хаблы и их западные кураторы. Ну, какой расчет может быть? Возбудить общественное мнение, поднять ширнер массы. На что поднять? Кто ими будет руководить? Где руководящие направления? Олигархи появятся, которые вот скинут ненавистный Западу режим. Бла-бла-бла. Ну, еще раз, это, на мой взгляд, э, типичная вот эта вот британская фишечка гибридной войны. Это все, еще раз, прекрасно описано в материалах группы «Алхимия». Ну, скажем так, если посмотреть на это с точки зрения вот именно того, чтобы убедить население России, что, ну, скажем так, кремлевские не очень адекватные и ведут какие-то свои мутные игры в стиле дух Анкориджа, ну, и так уже практически большая часть населения в этом убеждена, на мой взгляд. Чтобы вы понимали, ВЦИОМ проводил до последнего времени опросы и выявлял рейтинг доверия к Путину на основе открытого вопроса. Что значит открытый вопрос? Закрытый вопрос – это когда вам приводят список политиков и спрашивают, кому из политиков вы доверяете. А тут был правильный такой, он, правда, прекратился в силу того, что я сейчас скажу, опрос. Просто открытый вопрос. Кому из политиков вы доверяете? Значит, года полтора назад рейтинг доверия к Путину был 27. Ой, что я говорю, 63%.
Опрос, наверное, проводят, но результаты прекратили публиковать не так давно, на уровне 27. Поэтому, скажем так, с точки зрения пиар, с точки зрения медийной, ну да, прилетели, да, попали в завод, причем сначала, по всей видимости, ребята попробовали определенные маршруты полета, потому что это уже не первый прилет был. И вот теперь долетели, ударили. Эффект, реально, я думаю, никакого эффекта, кроме медийного, не будет. Ну, там украинцы попляшут, снова попрыгают, там, ну, перемога у них очередная. А если посмотреть, скажем так, с точки зрения, что ли, здравого смысла ведения войны и расходования средств, которые, как нам говорят, ограничены, то первое, ну, 200, по-моему, беспилотников было сбито, да, которые шли на Москву. Ну, вообще было А, под 1000, ну, сообщили так ну, на официально. Москву, вот именно на Москву, как нам говорят, было сбито 200. Ну, по 1000 там суммарно, типа, за сутки налет на всю территорию. Смотрим на прилеты. Прилетов, по-моему, было, могу ошибаться, меньше 10. Ну, 7 кто-то насчитал, я встречал такую Ну, цифру. 7, да, ну, меньше 10. Так, какая эффективность работы ПВО? Практически 100%, офигенная. Да, Москва самый защищенный, скажем так, регион страны. Самый защищенный. Но, тем не менее, ПВО работает вообще, ПВОшники красавчики. А можно ли было эти 200 беспилотников израсходовать как-нибудь с большим умом и с большей пользой для дела? Конечно. Но об этом никто не думает, знаете, А это из какое серии. дело? Вот тут же возникают вопросы. Задача в Нет, чем? я уже объяснил, какой это пиар-эффект. Ну да, есть нефтеперегонный завод, самовар. Не особо мощный, как нам говорят, где-то половина мощностей, наверное, выведена из строя. Как нам тоже говорят, я просто не проверял эти данные, обеспечивал, что ли, каждый третий литр бензина в Москве и тому подобное. Тут уж если задаваться вопросами вот, медийными, да, то можно задать другие вопросы. Почему в Иране, скажем, литр дизеля стоит меньше рубля, а в России 80 или 70, смотря где, а то и 100? Почему в Харькове цена на дизель падает, а в Москве растет? Ну, это другие вопросы, но еще раз, они не имеют такого, что ли, красивого медийного оформления, как что-то там взлетающее, взрывающееся, еще что-то. Ну, единственное, у людей, честно скажу, большая радость, что садовод до сих пор горит. В чем радость? Ну, специфическое место для москвичей. Такой, знаете ли, символ Дружбы народов? структуры власти в стране. Многие пытаются, знаете, найти что-то, хоть какой-то позитив. Да? Поэтому с этой точки зрения, с точки зрения нанесения ущерба какого-то реального боеспособности экономики страны, ну, Еще, напрасно потратили деньги. еще одна штука, которую я обратил внимание, наверное, читают тоже и мой телеграм-канал. Кстати, на телеграм-канал Димуры подпишитесь тоже, друзья. А, вот как мало времени прошло, я так нашел, увидел, посмотрел, оценил, как мало времени прошло с тех Просто пор. я добавлю, да, что вот, чтобы у украинцев особой перемоги не было, я им сейчас потужную зраду в дупу вгоню. Откройте телеграм-канал «Хроники Герании». Там документируются все попадания, все, что уничтожается в Украине каждый день с объективным контролем. И вы поймете, что ну, раз в 10 больше каждый день убивается. Ну, А, немножко зрады такой потужный. Смотрите, тут какая история. Очень мало времени прошло с того момента, когда все жутко оправославились в Киеве. Перед тем, как Зеленский отправился на Г7, он походил по крыше разрушенного Успенского собора, сожженные крыши. Да, это ж какой кошмар, какой И то ужас. есть проходит там буквально сутки, чуть больше, да, и все сразу начинают радоваться, мемчики рисовать по поводу, ну, скажем так, бегущих. Ну, тут тоже еще, понимаете, такая история. Очень интересная история. Почему-то в Украине
Ну, те, кто снимает прилеты, сразу, в общем-то, в СБУ находятся, записывает видеоизвинения, их там как-то штрафуют, что-то с ними делают, в общем, как-то проводят работу, и этих прилетов меньше. Тут тоже есть такой вопрос, почему Reuters снимает все, почему напротив этой лавры выставляли фотографов, видеооператоров, чтобы снимать это все красиво. Но вот если посмотреть на Россию в этом отношении, слушайте, белые списки, какой-то там VPN эти все глушат возле воинских частей, какие-то там, короче, ну, беда-беда. Но мы, блин, видим эти кадры, когда человек снимает, причем такие какие-то, он в ужасе, он там говорит «вау», там или что-то еще такое несуразное несет, понимаете, и это все выкладывается, и это как бы можно. Причем все остальное запрещается, это выкладывается. Какая-то странная политика, непонятно Ну, почему. я думаю, здесь вы немножко, скажем так, в дебри полезли, которых нет, потому что ну, интернет вдруг заработал, да. Мгм. Я просто был поражен, когда вдруг обнаружил, что э, дьявольский WhatsApp работает без VPN. Телега работает с VPN, телега чекистская, да? Контора без VPN не работает. А вражеский WhatsApp работает без VPN. То есть, ну, сейчас тут немножко гаечки опустили, но все равно народ недоумевает. Интернет запретили, а дроны летают как так. Причем самое прикольное, ну вот я был в деревне, да, там, ну, во-первых, аэродром, база военная недалеко, а во-вторых, скажем так, хоромы самого великого божества в 50 километрах, но тем не менее. Вообще, вот идет дроновая опасность, тогда как раз на Ленинград были налеты, на Новгород. Все, связи мобильной нет, но только у россиян. Ко мне приятель в гости приезжал, у него была литовская карточка. Прекрасно все работает. У меня нифига не работает. У него все летает. Вот и задаешься вопросом, ребят, ну вас как с головой-то? Все в порядке. Так вот, Но сейчас действительно все, сейчас можно спокойно все это выкладывать. Но еще раз, ну это украинцы просто к этому уже привыкли, наверное. А у нас просто, ну, страна непуганных идиотов. Потому что, ну, да, о, как круто, я заснял прилет. Или эти придурки, которые выкладывали фотки с бензовозами, которые шли в Крым, да, выдавая локацию, все на свете, локации прилетов для того, чтобы клятый враг мог оценить нанесенный ущерб, все эти данные ввести в страшную систему Палантира, чтобы она приняла новое решение. Ну, непуганные идиоты. Ну да, надо сажать, штрафовать, что делать. Значит, никак. нет, просто С интересно, этим я согласен. интересно вот политика, понимаете, тут же это не в том плане, что надо штрафовать, надо И или это, знаете, я понимаю, о чем вы говорите, я не думаю, что есть какой-то, какая-то даже тень какого-то заговора. Это просто, скажем так, ну вот такая у нас система управления. Ее а, называют ДГА. значит, Дураки почитали, дают, наверное, отдают приказы, глупцы выполняют, на выходе да, абсурд. почитали, наверное, и мой телеграм-канал, и сами немножко поняли, что что-то как-то выглядит не очень на Банковой. И сегодня вот очень потушные, скажем так, новости пришли. Писториус вышел, сказал, что даем 400 миллионов. Бриты раскошелились почти $1 миллиард, представляете? Говорят, купим 100 зарядов к Патриотам, всего 350 противоракет, 150 тысяч дронов, короче, профинансируем. И во время вот этого симпозиума 100 ракет, это значит 50 герани. Ну, да, на ну, несколько часов хватит. в общем, вышли и, ну, как сказать, не, ну, Патриоты, герани, что Патриотами не сбиваются, нет, не в этом, А не в чем том они смысле. избивают еще? Ну, как мобильные группы, там, пулеметы, дроны, О, перехватчики, да, реактивную герань, ПИС-У. мобильная группа, пулеметы. Ну-ну. Да, вот такая вот история. И Зеленский во время этого симпозиума, когда ему раскошелились и выделили, как бы еще пообещали еще денег, он возьми и, видимо, смекнули где-то там политтехнологически, что сказали, что по Капотне били в ответ за лавру. Зеленский так сказал. Типа, это ответ. Насколько он соизмерим? То есть, если сейчас снесут пол Киева, это будет ответ за Севастопольскую панораму, которая тоже находится под охраной ЮНЕСКО. Причем, ну, я, скажем так, ну,
я не особо вдавался в эти подробности по Лавре, просто посмотрел на фотки, да, и ролики. Ну, туда явно прилетело, вот на мой взгляд, ну, туда явно прилетело что-то такого, знаете ли, кассетного типа. То есть, скорее всего, Патриот, который опять сбился с курса. Потому что если бы туда прилетело что-то серьезное, ну, там бы половины зданий не было, скажем так. Разрушения были бы совершенно другого характера. А не так, знаете, черепицу покоцало, еще что-то. Там разрушения, они, вот, на мой взгляд, не соответствуют достаточно серьезному взрыву. Трамп Ну, это одобряет, мое мнение. Мое одобряет мнение. эту эскалацию, как вы поняли по итогам Г7 и его... Да а, тяжело понять. Я вообще на этого клоуна не обращаю внимания исключительно. Так, знаете, вот я наблюдал единственное G7, что меня интересовало, какая подкорка у него будет литься по поводу Ирана. мгм. Потому что существо слабоумное, достаточно пугливое и впечатлительное. Поэтому его что-то должно было сильно впечатлить, чтобы он так взял и капитулировал на раз-два. И если вы посмотрите, что он нес, то первое, это то, что нефти осталось на 4 недели, на самом деле на 3. Это так. И отчасти его сподвигло на все это тот факт, что к нему пришли нефтяники, экзеки. Это, кстати, очень будет полезно изучить эту тему всем тем придуркам, которые так радуются, что Штаты столько всего стали экспортировать и типа переделали все энергетические рынки под себя. Пришли к нему нефтяные экзеки где-то полторы недели назад, сказал: слышь, ты рыжий урод, практически. Что делаешь, придурок? У нас нефти на 3 недели в хранилищах. Потом все. Ее не будет. Нужно срочно открывать Армуз, нам пофигу, что ты будешь делать. Но либо у нас ложится экономика, либо ты что-то делаешь. Это первое. И он на этом концентрировался, что вот он спас типа мировую экономику. Что ему реально экзеки нефтяные объяснили. Что и как, что коммерческие запасы на нуле, стратегически близкие к технологическим минимуму, а больше нефти нет. Потому что добывать они добычу увеличили не сильно. Они не собираются это просто делать. Для этого нужно время. Это первое. Второе, он сконцентрировался на том, что такой, знаете, вот диссонанс прозвучал. Что если бы не он, то иранцы уже давно бы стерли Израиль с лица земли ядерным оружием. Это к вопросу о том, что ему недельки 3 назад донесли через пакистанцев напрямую иранцы, что брателло, если ты не угомонишься и не угомонишь своего этого пуделя израильского, то мы выходим из договора о нераспространении и взрываем ядреный девайс. Показываем Пакистанцы. тем. У Пакистана есть ядерное оружие. Нет, иранцы через пакистанцев, через переговорщиков Мгм. донесли этот месседж напрямую Трампу, чтобы он в себя пришел чуть-чуть. То есть Что взяли эту ядерную пыль, соорудили по-быстрому какую-то грязную ну, у них бомбу. не ядерная пыль, там 60% обогащения, а это, грубо говоря, чтобы довести до ядреной, но не термоядерной, ядреной бомбы, им нужна комнатка 100 квадратных метров, ну и 1,5 недели. Все. Можно собирать ядреный девайс. Ну, скажем так, технологию минитиоризации, чтобы этот девайс погрузить на ракету, у них есть. И у них, грубо говоря, дюжина уже есть формально не собранных изделий. Ну, тогда И Трамп это получается... подтвердил. И Трамп Подождите, это тогда подтвердил. получается, что Трамп реально спас от ядерной войны на Ближнем Нет, Востоке. нет, не спас. Не спас? Он от этого отстранился. Он от этого отстранился. Ведь как будет все соглашение с Трампом, тоже поставили условия. Либо ты сам угомонишь этого пуделя бешеного своего, либо мы его угомоним раз и навсегда. Но ты вмешиваться не Что-то будешь. это напоминает, где-то так, в средних широтах. Похожая ситуация.
С духом Не Анкориджа. похоже. Ну, только с точностью до наоборот. Вот. И Трамп просто, вот я думал, подтвердит, вот это подтвердил своими изречениями. И Венс сегодня подтвердил. И Лукашенко вчера, по-моему, или позавчера подтвердил. Подтвердил так, что у еврейцев тухи полопались. Так что все, кто думал, что там что-то завершено, ну, там все только начинается. Так, хорошо, На Ближнем Востоке давайте было. тогда оценим события на Ближнем Востоке. Израиль говорит о том, что мы не уйдем с Южного Ливана. Правильно, правильно. Я всячески их в этом поддерживаю, как правильно говорят. Слава Израилю, героям слава. Да. То есть, Кто не скачет, тот антисемит. значит, Только так. вообще считают, что Трамп предал Израиль, и Израиль Да, да. обибидился. Ну, то есть, Обиделся, и Венс сегодня популярно объяснил, что с ними будет очень скоро в ответах на вопросы. Что нельзя. Ну, Венс, конечно, Лукашенко переплюнул. Он бы сказал буквально следующее, что вы какие-то дурные, что ли. Вы портите отношения с лидером единственной страны, которая вас поддерживает. Сама формулировка. Две трети всего вооружения, которое использовалось для вашей защиты, это американское вооружение, за которое американские налогоплательщики заплатили деньги. И после этого вы ненавидимы всем миром. У вас есть только один союзник. И вы вместо того, чтобы наезжать на президента Трампа, вы должны его как мессию приветствовать и встречать. Нормально так прошелся. В первый раз я слышу от вице-президента, наверное, со времен Рейгана, американского либо президента, такой плохо скрываемый наезд на указание места. тут и Трамп, конечно, выдал интересную историю. Говорит, слушайте, но все равно мы когда-нибудь отдадим Ирану деньги, иначе никто не будет верить в доллар. И так ты слушаешь и немножко думаешь, елки-палки. Ну, еще раз, ну, ему, наверное, там тут же та же милашка Бессон что-то пытается втолковать, что как бы, понимаешь, вот санкции, которые мы накладываем направо и налево, они как-то не способствуют вере в доллар. Ну, США, в общем, ну, они, как и говорилось, это все закончится капитуляцией одной из сторон, они капитулировали. Вопрос в том, лично для меня, что бумажка ничего не стоит пока, да? Почему? А, Ну, потому что это всего лишь, во-первых, соглашение о намерениях. Верить пиндосам, ну, слушайте, или вообще Западу, ну, это надо быть полным идиотом, принимая внимание, скажем так, историю последних десятилетий. Но у иранцев есть то, чего нет, скажем, у кремлевских, то, чего нет у Запада, и то, о чем ни кремлевский, ни Запад не имеют ни малейшего представления. А это честь и репутация. Репутация у них сейчас такая, что мы сказали, мы вас сотрем в порошок. Мы это сделали. Люди, понимаете, вот реакция израильтян, реакция американских неоконов. Но лично мне она говорит только об одном, что люди, они просто отрицают существующую реальность, они отрицают реальность. Они живут в каком-то своем мире, который, ну, как говорится, как говорилось Кинзадза, провис на другой планете живет, дорогой. Потому что, ну, и иранцы какую адаптировали, у них какая была модель, если так посмотреть, ведение боевых действий. Ну, вы по нам ударили, там что-то сделали, мы вот ответим так же, пропорционально. После начала перемирия, вот первого, которое началось там в апреле, да, когда не они запросили снова, а американцы, они изменили доктрину. Доктрина у них такая, что вы нас тронули, вы нам, грубо говоря, дали в нос, а мы вам все лицо разобьем. Последний конкретный пример, вот если кто не в курсе, еще пребывает в своих иллюзиях каких-то. Ну, вот американский вертолет боевой в территориальных водах Ирана случайно напоролся на простой мирный разведывательный дрон. Иранский реально напоролся на него.
Ну, пилоты, как обычно, обосрались, тут же покинули машину. Благо, невысоко было над водой. Ну, Трамп ответил как? Он послал 49 томагавков, там вообще сейчас все в порошок сотрут. Впервые иранцы сбили порядка 20 штук. Впервые стали сбивать. Ответ был какой? Уничтожена система раннего обнаружения ракетных пусков, которая работала вообще-то на всю глобальную оборону США. Уничтожена. Уничтожен огромный дорогущий радар британский, который контролировал воздушное пространство на Ближнем Востоке, а также Персидский залив. Далее прилетело по Иордании. Мгм. А что там было интересного? А там пиндосы потеряли уничтоженными либо сильно поврежденными с дюжину F-35. После этого иранцы на время угомонились. Посмотрев на все это, послушав нефтяников, Трамп принял единственное правильное решение. Буду капитулировать. На бумаге. Потому что, ну, израильтяне открыто его послали. Сказали, что мы из Ливана не уйдем. Хотя это Иран часть. деньги получит, Степан Геннадьевич? Я думаю, что сколько они там разговор идет о 12 миллиардах, я думаю, первый транш они получат. Нет, в конце концов, они все получат. Нет, в конце концов, они все получат. Просто каков будет путь к получению этой суммы? И 300 миллиардов они получат. Ну, им просто папуасы там принесут, скажут, давайте жить дружно. Здесь жить не в деньгах дело, потому что, ну, Иран Не санкции скажите, сняли, в введены. деньгах. Дело в деньгах. Ну вот, Нет, нет, нет. Они сейчас... Иран что получил? Иран получил полный контроль над Ормузским проливом. Это да. признано. По крайней мере, этим меморандум. И будет зарабатывать на этом контроле. Будет зарабатывать на этом, как Турция зарабатывает на Босфоре. Они, Да. между прочим, в последнее время резко увеличили сбор за тонну, по-моему, до $8. Вот это имеется в виду с тоннажа судна. Вот там идет танкер большим водоизмещением. Сами можете посмотреть, какая цифра получается. Примерно столько же, сколько хотят собирать иранцы. На самом деле. Так что не надо тут сказки рассказывать что-то про какое-то международные воды и прочую ерунду. Это меморандум это признал. Вся проблема в том для американцев, на мой взгляд, что они с этим сделать ничего не могут. Ну, потому что с военной точки зрения, с политической, они полные патенты против Ирана. Соответственно, Иран в любой момент может перекрыть Ормузский пролив снова. Хуситы могут обрезать поставки саудитов через Красное море. И, соответственно, поскольку запасов осталось на 3 недели, уже меньше сейчас на 2 недели, у пиндосов во всем мире начнется кабабум. Конечно, еврейцы будут бросать как эти ключи в колеса, тагач. Но американцы, я думаю, во-первых, за них не вступятся, а во-вторых, они скажут, ну, слушайте, как мы договаривались, мы с ними ничего сделать не можем, они полностью ваши. И да, наши заправщики ни в чем участвовать не будут. Все. Вообще, конечно, очень И вот по поводу еврейская мечта об искуплении сбудется. вот по поводу денег, конечно, это очень смешно. Почему я так говорил, что это про деньги? Это вот свежее, последнее. Вот уже во время нашего эфира появляются заявления. Трамп выходит и пишет, говорит, значит, США не выплатят Ирану 300 миллиардов долларов. Это фейк. Все, что нужно США, это успех, снижение цен на нефть и победа. Посмотрите на фондовый рынок. В ход идет демократическая пропаганда. До этого Венс выходил и говорил, что 300 миллиардов долларов для Ирана могут Эмираты профинансировать. Но сейчас это невозможно, потому что санкции. Да? А так, конечно, понимают, в арабском мире, за пределами арабского мира есть большое желание Нет, помочь слушайте, Ирану. цифра озвучена, она Да. признана. Иранцев меньше всего волнует, чьи это будут деньги. Но на стол их придется выложить. Ну и блокаду сняли, собственно. Да, блокаду сняли, санкции на нефть сняли. Единственное, они, конечно, не смогут снять те санкции, которые были кодифицированы Конгрессом. Но это уже проблема американцев.
Хорошо, давайте вот подведем предварительную штрих-пунктирную черту под этим вопросом. Как-то, знаете, вот фонды там, ну, криптак что-то не очень. Под снижение цен на нефть есть, безусловно, и будет, наверное, на этом ожидании. С фондовыми рынками, ну, я вот не понимаю. То Не есть, факт. ну, как вы оцените экономическую составляющую, не политическую и военно-политическую, которую вы уже как бы оценили как капитуляцию, А, но экономическую составляющую этого Пока решения? никак, потому что ну, из нефти вытрясли практически всех. Да? Если вы посмотрите на реальное положение дел на нефтяном рынке, оно очень-очень грустное. Потому что реально у американцев запасов теперь уже на 2,5 недели. А пока что никакого существенного увеличения по трафику через Армуз нет. Более того, да, там типа Кувейт нарастил добычу уже на 2 миллиона. Ну, замечательно, ребят, ну, это прекрасно, это просто офигенно. Проблема в том, что вот эти танкеры, которые еще не загружены, они еще загрузятся. И в порты назначения они придут, ну, через месяц-полтора. Поэтому за это время, во-первых, может произойти очень много интересных вещей. Во-вторых, что-то я не вижу, чтобы и владельцы танкеров, и страховые компании как-то очень сильно прониклись этим миром. Нужно, наверное, будет какое-то время, чтобы вот они поняли, что да, это действительно надолго, и что американцы в состоянии угомонить своего бешеного пуделя. Конечно, они не встанет сделать. Соответственно, этим будет заниматься Иран. Соответственно, если этим будет заниматься Иран, американцы не дадут им использовать свои заправщики. Там, по-моему, у еврейцев появилось 2 новых заправщика, но это мало. Соответственно, ну, там вместо 6 дней, условно говоря, Израиль продержится 2-3. Все. Но это же снова боевые действия. Это же снова начнутся страхи, ужасы по поводу того, что американцы вот сейчас снова ввяжутся в конфликт. И наверняка Трампа додавят, что-то ему там всплывут какие-то новые интересные, ну, скажем так, интимные подробности жизни верхушки республиканцев Трампа и тому подобное. Поэтому, на мой взгляд, еще ничего не закончено, потому что вот, я точно знаю, что израильтяне планировали покушение на иранских представителей, которые должны были ехать в Женеву в пятницу подписывать документы. Поэтому это отложили все. Вернее, от этого отказались. И сделали в И электронном формате, да. да, 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 да. Поэтому, ну, что, ну, ребята, они в отрыве от реальности, у них там какие-то свои эсхатологические измышления. Поэтому разум покинул чат, как говорится. Степан Геннадьевич, очень интересно ввиду вот этой, ну, скажем так, информации или вот этого, скажем так, взгляда на происходящее. Очень интересно получается, да, позавчера Лукашенко дает интервью, где говорит о том, что Ватикан и израильское лобби не дали закончить войну в 22 году, то есть Не по-нормальному. совсем так, обманули, он сказал, кремлевских. Это полностью подтверждает, на самом деле, то, что я говорил уже 5 лет. Потом выдал, Архив они. выдал что-то такое, типа Холокост, мол, что это? Ну, в таком Ну, нет, ну, духе. правильно, он, на самом деле, он ничего, кроме правды, не сказал. Так Он сказал смотрите, следующее, что нет, по сравнению с тем, с геноцидом, который Израиль творит в Палестине и в Ливане, какой Холокост, о чем вы говорите? так Какие-то смотрите, вот сказки. это он все выдал, а потом мы получили какой-то загадочный дрон, который белорусских детей, футбольную команду, атаковал в Брянской области. ВСУ открещиваются, говорит, не мы, вот вам какая-то перехваченная справка от кого-то куда-то российская там ФСБ, наблюдательного центра, мы не при делах. Украина начинает оправдываться, и видно было по речи Лукашенко, что ему все-таки с Киевом звонили, то есть вот он созванивался. Лукашенко говорит, мы доберемся до правды, четко видим, что это украинский след этого дрона, ну и так далее. Украина обвиняет Россию, Беларусь, но совпадений таких не бывает же или бывает? Не бывает, я думаю, как всегда, они же не могут просто так, во-первых, они помешаны на смерти детей и вообще на детях.
поэтому их называют классом Эпштейна. Пытались Лукашенко какую-то меточку послать. Но они могут послать сколько угодно меток, но они не понимают, что им черная метка уже выставлена. Цивилизация пик хуцпы прошла, все. Даже назначен экзекьютор, это Иран. Так что скачите дальше, дорогие, скачите. Ну, красиво, конечно, пик хуцпы. Но что, о чем нам говорит вот это поведение Лукашенко? Ну, Лукашенко у власти давно, да, он на самом деле умом не обделен. Трепаться не будет. Не то, что трепаться, он лишний раз, на мой взгляд, не сделает лишнего и непонятного телодвижения. Поэтому он, скажем так, быстро просек, откуда дует ветер и куда он дует. И позволил себе вот такое вот антисемитское высказывание. Кстати, не в первый раз. В 24 году он тоже позволил себе акт такого, я бы сказал, пещерного антисемитизма. Когда он спросил: слушайте, а как так, у нас вот половина коррупционеров евреи? Это что такое? Ну, вообще чел, что ли, не понимает. Ну, как бы вот. Я думаю, что он все прекрасно понимает. А заявление про то, что Ватикан и еврейское лобби кинуло товарища Путина, ну, я об этом говорил, но не совсем так оно кинуло. Во-первых, еврейское лобби вообще не при делах, по большому счету. Да, это нам очень любят рассказывать, что они рулят миром. А все было очень просто, что да, вот Путина в эту ловушку украинскую затянули. План был очень простой. Ввести страшные калечащие экономические санкции. Пофигу, отдать нам хоть половину Украины, значения не имеет. Расчет был на то, что экономика России очень скоро ляжет под такими санкциями. Типа всего экономически активная политически активная часть населения, которая вдруг окажется отрезанной от цивилизации, Мгм. и которую будут канцелировать, она, значит, как-то восстанет, там олигархи типа сделают свое грязное дело, как на Майдане, станут руководящей, направляющей силой, и все, значит, полетит к чертям. Наконец-то Путина снимут, и Россию отдерут от Китая, и снова в лоно цивилизации. Ну, и покоцают еще. Об этом 5 лет говорилось, даже больше. Поскольку Ватикан гарант многих сделок и организатор многих сделок, то, в принципе, да, была такая договоренность, был план Запада, и ее соблюдали, пока некоторые придурки в Британии не совершили ошибку, а именно отказались от сделки в Стамбуле. В А почему? результате То есть вы считаете, что это ошибка все-таки? я все говорю, это ошибка Запада, потому что, еще раз, не по синьке шапка, эти планы разрабатывали не вот эти вот клоуны вроде Борьки, Щетки, который поплатился, его наказали за то, что он тогда сделал, как один из участников. Он был не один. Но нормально. Его выпороли прилюдно, скажем так, завершив позорную его политическую карьеру. А, Конечно, ошибка. Потому что если бы были подписаны Минские договоренности, пусть даже там Путин бы забрал там половину Украины, хотя этого не предусматривалось, но не было бы причины накачивать экономику военными расходами, это во-первых. Поэтому экономика просто бы легла, скорее Санкциями. всего. Там же, ну, я Да, понял. автоматские санкции на самом деле были. Все, что спасло экономику, это военные расходы, ну и помощь Китая, который посмотрел так на дело, подумал: а, русские решили воевать, это хорошо. Пока воюют русские, мы живем в мире. Соответственно, получается формально, что да, Ватикан кинул. Но кинули не только... Он ничего не мог сделать. Он, скажем так, мощный, но не совсем нет. Поэтому и Ватикан тоже кинули тогда. После этого, ну, Ватикан заглаживал всячески свою, не то что вину, а сделал из Путина человека. Все сейчас идут к Путину урегулировать свои вопросы.
по большому счету, если посмотрите. На Ближнем Востоке, еще где-то, еще где-то. Да, даже Трамп говорит спасибо Си Цзиньпину и Путину И Путину, что за да, они вот, нейтралитет. что не Да. провоцировали, да, ну, что Китай там не посылал свои танкеры в сопровождении 20 фрегатов. А мог, но не сделал. Там все было ясно, главное, придурка не трогать. Он сам свою бошку расшибет о стену. Ну, так и произошло. Ну, это такая очень На самом очень, деле, если очень так интересная задуматься, тактика то дать другому обгадиться. Да. Россия, на самом деле, должна быть еще благодарна Ватикану, что тогда он согласовал эту мирную вещь, потому что мы избежали лишних, я не знаю, наверное, десятков тысяч жертв и огромного дополнительной потери техники. Потому что, если вы вспомните, то благодаря гениальным полководческим талантам Кожугета и Герасимова мы вошли где-то, там было 1100 человек, 5 танковыми клиньями в распутицу. Это после того, как армия провела в полях, ну, наверное, месяца 3. Да больше, они с весны там. Да, ну, много они сидели в полях армии. А что такое армия, сидящая в полях? Вы сами понимаете, да? Вот, соответственно, логистика была растянута. 100 тысяч вошли против 300-тысячной украинской армии, ВСУ, на тот момент. Мотивированная, прекрасно экипированная, в том числе, в отличие от российской армии, обладающей связью. У нас связи не было. Поэтому и начинали уже под Киевом просто коцать всех. Соответственно, вот эта огромная растянутая логистика, она привела к тому, что мы потеряли бы группировку просто. Кто-то сдался бы в плен, кого бы просто убили. А поскольку отвели, резко сократили линию фронта и, соответственно, спасли, в общем, десятки тысяч жизней и огромное количество техники. По большому счету, если вот так смотреть уже в ретроспективе. Отход от Киева. По Ну, большому счету, есть, ну, он смотрите, был продиктован... есть другое мнение, что надо было не отходить от Киева, и тогда было бы все быстрее и закончилось бы веселее. Но это мнение дураков. Я вам объясню почему. Потому что дураки думают о тактике, умные логистике. Вот пусть эти дураки мне объяснят, как они могли бы обеспечить логистику без какого-либо прикрытия ПВО. И какой дурак 5 танковыми колоннами атакует в распутицу? С кем дебилом надо быть? Реальным, причем слабоумным. Вот как? Распутица. ПВО нет. Где ты можешь идти? По дорогам с твердым покрытием. ПВО твое где? А где-то там. Топливо на 3 дня, паек на 3 дня. Мы же видели все эти вставшие танковые колонны, которые встали из-за того, что у них закончилась горючка. Где логистика? Все раз, умный думает о логистике, все остальные о тактике. Хорошо. Вот смотрите, похоже, что сейчас есть очень интересная как бы комбинация. Я хочу просто, чтобы вы поделились тоже своим взглядом на то, что происходит сейчас в этих кошках-мышках, да? А это правда кошки-мышки. Значит, мы видим саммит Г7. Резолюция, ни слова о мире. Только помогать Украине, Нет, там, нет. вот это все, зима, там, давайте, чтоб не замерзли, давайте ПВО. И начинаются деньги, обсуждаться новые деньги для войны. Трампа, вот эти лидеры, Макрон, Мерц, они говорят, вот, мы его уломали, он тоже, видите, подписант резолюции, он с нами, он теперь по-другому мыслит. То есть вот мы видим. Как сейчас выглядят стороны? Ну, условно, российская и украинско-западная. Давайте так, в совокупности. Значит, Зеленский ударил по Москве, сказал, давайте мир, да? То есть тактику Зеленского просчитать проще пареной репы. То есть он бьет, это вот как письмо, помните, вот это письмо он писал на деревню Путина, Да, да. открытую,
скажем так, часть. И, Ну, то есть, это манипулирование общественным мнением, это, да, то есть, считайте, информационная война. то есть, Один из компонентов нет, ну, гибридной войны, это да. очень важно по смыслу. То есть смысл в том, что давайте заканчивать, но само действие, это не протянутая рука, это удар в морду, информационно там или еще каким-то образом. Но типа, давай, все, конец. Ты хочешь мира, давайте. Смотрите, тут есть очень интересный прием. Европа за войну, Зеленский за войну. Они делано предлагают мир, остановка по линии разграничения. Да, да, да. Я просто вот вижу, как по реакции, А у меня да, сразу к вам встречный вопрос. А чем это отличается от плана Дмитриева? а, Ничем. нет, подождите, это не план Дмитриева. Один в один. Нет, это сделано для того, чтобы Путин не останавливался. Вот Ой, понимаете, слушайте, они так, нет, это нормальная тактика. Они предлагают остановиться по линии, но я делают с вами не все, спорю. чтобы Я с вами Путин не не спорю, что Путин не останавливался. остановится, Нет, стоп, не подождите, останавливался, потому что подождите. он Тут очень вот-вот важный готов. момент. С другой стороны, мы видим Путина, который не идет идет по лестнице эскалации, но не так, как от него ждут. Так может Не Путину идет от слова совсем. условно зайти вот этот Славянск-Краматорск, да, навоеваться и стать по линии разграничения? Тогда вот эта вся Европа, ну, она со своими этими военными бюджетами, вот этими, она просто обделается. Может, в этом есть Нет, какой-то смысл? слушайте, ну что значит обделается? Я почему говорю, что то, что предлагает Европа, не отличается от плана Дмитриева? Ну, хорошо, ну возьмем мы сейчас Славянск-Краматорск. Все, зачистим Донбасс. А дальше? А дальше что? Все, давайте останавливаться. Вот теперь мы остановимся по линии разграничения. Мы оставим украинцам армию 800 тысяч. Пятое, десятое. А как же цели СВО? Как же все остальное? А самое главное, что действия кремлевских привели к тому, что их больше никто серьезно не воспринимает. Запад и правильно считает, что с ним можно делать все, что угодно. Подождите, вы только что Что у говорили, России есть ядерное вы оружие, говорили что его нет, пофигу, его никто 7 никогда не минут назад, применит. вы говорили, все идут к Путину, а теперь говорите, никто в Нет, кремлевских нет, нет, не нет. Имеется в воспринимает. виду, что значит все идут к Путину? А, Глобальный юг, так называемый, идет к Путину. Эти самые арабы, иранцы, тоже идут к Путину и к товарищу Си и тому подобное. Я не имел в виду, Европа рано или поздно пойдет к Путину. Может быть. Но в данной ситуации Кремля просто никто не боится. Весь ужас в том, что страх перед ядерным оружием, которое в руках у Путина, его нет. Есть адский животный страх перед иранцами. Да. Почему? Ну, потому что у них честь и репутация. Если они сказали, что мы сейчас вас в порошок сотрем, и вот эти линии нельзя переступать, мы таки вас сотрем, и вы таки узнаете, что их переступать нельзя. Узнали? Молодцы, вы обучаемые. А Кремль что делает? Что есть у него ядерное оружие, что нет? Запад сидит и думает, класс, они столько бабла из бюджета тратят на поддержание своего ядерного арсенала, а он просто бесполезен, потому что они его никогда не применят. Вот и все. Поэтому с ним можно делать все, что угодно. Чем они и занимаются? Еще раз, это на самом деле, это партия. И здесь нужно, рассчитывать как хорошее, так и плохое. Я понимаю, там, репутация. Но условно. Если, да, я соглашусь, Путин должен там освободить Донбасс. Сами не уйдут украинцы и Запад с Донбасса. И Хорошо, освободил дальше что? И Ну, дальше, освободил. Да. вот дальше тогда по линии разграничения, понимаете? Сейчас просто мы... Чем это отличается принципиально от того, что остановиться сейчас? Какими-то 20-30, условно говоря, да, квадратными Так, километрами. В понимаете, принципе, это ничего не Нет, Степан меняет. Геннадьевич, можно и сейчас остановиться. Но Европе и Украине невыгодно сейчас останавливаться. Они накачивают. Они Правильно, они правильно. прям Хорошо, с головой. хорошо.
По уши. Путин берет Донбасс. С чего? Ну хорошо, вот Путин взял Донбасс. Хорошо, взял. Дальше что? Что изменится для Европы и Украины? Ровным счетом ничего. Что вы хотите сказать, что они перестанут накачивать Украину и биться до последнего украинца, Если война... нанося максимально Нет, возможный урон нет. Если России? если Нет. война остановится, то это... Вот мы же смотрим, это большой крах для Европы и Киева. Почему? Объясните мне, почему? Ну взяли славянский Краматорск. Дальше что? Так а на что ты выделяешь деньги? Ну, то есть... Как? На ведение боевых действий дальнейшее, на дальнобойные удары по России, на ослабление России. Посмотрите на реальный рейтинг Путина, посмотрите то, что у них творится на топливном рынке. Я думаю, под выборы еще начнут выносить энергетику в России. А что, все нормально? Путин же дальше не пойдет, скажем, по пустым степям на север, не отрежет Сумы с Харьковом. Не отрежет. Сомневаюсь. Если бы он это сделал, ну, это вообще бы изменило картину. Поэтому я и говорю, что то, как я вижу на данный момент, принципиальной разницы между остановкой боевых действий сейчас и после взятия Славянска с Краматорском нет. В последствиях. Мгм. Что для Европы, что для России. Но Трамп, он тогда... Ну, смотрите, ведь очень большая разница, да? Как это, про пуделя вы делали вот эту историю, там, держать на поводке пуделя, когда махач, и держать на поводке пуделя, когда махача нет. Не понял. Ну, то есть Трампу будет гораздо легче цыкнуть на Европу, на Киев, и, в общем, будет мир. Да никто ни на кого цикать, я думаю, мира никого не будет, потому что Трамп смотрит на них как на политический труп, а они смотрят на Трампа как на политический труп. Мгм. Все решится, условно говоря, я думаю, к осени, когда уже станет более-менее понятно, какой расклад сил будет на промежуточных выборах. Трамп, я думаю, уже политический труп. Просто. Потому что все, кого он, скажем так, эндорс, кого он Попер. продвигал вот сейчас на праймарис, они все пролетели со свистом. Даже евангелисты изменили свое отношение к Трампу. Сейчас его поддерживает, по-моему, 40, что ли, процентов евангелистов. Я уже не говорю про молодежь и всех остальных. Его основных, скажем так, ядерный электорат, так называемый. В Израиле тоже забавно, там у него был перевес 20% месяц назад, теперь отрицательный рейтинг минус 20. То есть Ликуд даже решил немножко изменить предвыборную кампанию Натаньяху, убрав оттуда поддержку Трампа. Что? Ай, веселье только начинается. Поэтому, ну, в Европе свои интересы у Трампа. Трамп практически задачу по Евросоюзу и НАТО выполнил, если так разобраться. Задача украинского. Одна из задач украинской аферы выполнена. С экономической точки зрения Евросоюз труп. Произошла мощнейшая деиндустриализация. С политической точки зрения они вообще больше ни на что не влияют и никого вообще по большому счету не волнует. И превратились просто тупо в вассалов США. Достаточно посмотреть, как они быстро подписывали, сейчас прогоняют через Европарламент экономическое соглашение со Штатами. А политической, с военной точки зрения, как нам сказала Рютте, сейчас у нас будет НАТО-3. Ну, типа без США. Мгм. Что такое Не, НАТО без США? он говорит, сейчас они уходят, уводят, начинается вывод войск, уменьшение контингента и вообще как бы вывод из Европы. Но мы надеемся, если будет война, США найдет Они, способы, конечно, вернутся, да, да, найдет обязательно. способы Да, поддержать. Так, да. так я же об этом и говорю. Ну вот, я же об этом говорю. Политический, экономический труп легче держать на поводке, поэтому Путин может остановиться сейчас, достаточно изнурив этой войной Европу, и дать Трампу править бал. Так Трамп и так правит бал. Нет, а что вот
А что Путин получит? Он думает, что типа денежки кому-то вернут или какие-то инвестиции Ну, будут подожди, крупные? Ирану вернут и Путину вернут. Извините, Иран американцев поставил раком, а не встал раком. Есть, как говорится, есть нюанс, да? Петька, вот смотри, у тебя и у меня, но есть нюанс. Так и здесь. Иран их поставил раком. Россия встала раком. Это разные вещи. Нюанс, понимаете ли. Иран разговаривает с американцами с позиции силы. Помните, я говорил, что вот у американцев все, мир через силу, МЧС, но им нужен ректальный суппозитарий действительности. Вот Иран им этот суппозитарий прописал и вставил. Что получилось? Памперсы забывают менять, не успевают менять. Ну, смотрите, просто все равно ситуации разные. И война А разная. с Ираном диаметрально противоположно. И война... Я вам даже объясню, я могу очень просто это объяснить. Понимаете ли, нужно посмотреть из самого такого, что ли, научно-популярного. А, Ибн Халдун, да, Ас-Сабии. Смерть и рождение, рождение и смерть Ас-Сабии. Вот в Иране Ас-Сабия, она в расцвете сил. Более того, там, ну, скажем так, возрастную верхушку поменяли на молодую. Что только дает плюс. Иначе этот процесс бы занимал бы длительное время. Еще непонятно, чем все закончилось. А если возьмете Европу, возьмете Россию, возьмете США, ну, там все особии уже, они готовы умереть. Их уже папарши начинают кушать. Этим-то, в общем, все объясняется, по большому счету. Ой, И так, давайте, динамика смотрите, дальнейшая этим тут тоже очень объясняется. важно сейчас приходят свежие подробности, мы в прямом эфире, будем скоро переходить к вашим вопросам. Друзья, вопросов очень много, спасибо большое, поставьте лайк. Будем стараться успевать в режиме Блиц. Два момента, которые нужно отметить. Значит, сообщают, что верховный лидер Ирана Хаминеи, которого вы вспоминали, молодой аятолла, ну, Молодой, по сравнению с тем, которого убили, это ведь да. тоже убили, ну, Степан Геннадьевич, убили Аятоллу. Это никто не забудет. Так вот, агентство ИРНА, прямая речь, дал он разрешение на подписание меморандума между США и Ираном. Цитата. «В принципе, у меня была иная точка зрения. Однако, учитывая обязательства, которые уважаемый президент, как председатель Высшего совета нацбезопасности от своего имени и имени других членов Совета дал мне, очень важно, Пзешешкиан дал мне обязательства, Аятолле, дал мне относительно защиты прав иранского народа и фронта сопротивления, а также его заявление о принятии на себя ответственности за это решение, я дал свое разрешение». Какая интересная персидская политика. Ну, у них так структура власти устроена. За Айталой последнее слово, последнее решение. Он его принял. Теперь вот так красиво оформлено. А если на русский переводить, на мой взгляд, то очень просто. Потому что Айтала молодой, во-первых, он снял проклятие с ядерного оружия. Во-вторых, он и ксировцы, ну, там все ксировцы. Тот же Пшежешкин, этнический, по-моему, он азербайджанец, если не ошибаюсь. Они все воевали вместе. Они все воевали в Ксир. Пшежешкин был хирургом полевым. Поэтому с Ираном, когда они воевали. Поэтому они прекрасно знают, что война. Многие из них были ранены. Проходили через отравление газами со стороны Ирака. Поэтому они хотели идти до конца. То есть раз и навсегда решить еврейский и американский вопрос на Ближнем Востоке. Они прекрасно понимали, что будет еще один удар. Они были готовы спокойно его перенести, потому что они увидели свою силу, они увидели слабость противника. И, в принципе, Айтала считал, я думаю, продолжает считать, что без уничтожения Израиля безопасности и мира на Ближнем Востоке не будет от слова совсем. Потому что Израиль – это ЧВК. Раньше это был британское ЧВК, а сейчас это ЧВК неоконов, американцев. С великим планом,
Clean Break или Greater Israel. Соответственно, ну вот подвернулся такой шанс поставить пиндосов раком, выбить бабла, посмотреть, что будет дальше. Но самое главное, что на них давил еще Китай, на иранцев. В каком смысле давил? Не в смысле того, что нужно соглашаться на все, а в очень простом смысле. Ребята, вам нужно соглашение с американцами. Чтобы показать вы всем, окончательно всех убедить в том, что вы хотите мира. Вы готовы договариваться, вы хотите мира. Соглашения. Условия должны быть такие, что американцам их придется нарушать, будь то их шестерка Израиль, будь то им самим. Когда они это сделают, у вас будут развязаны руки. Поэтому, соответственно, ему дали обещание Италия, что мы верны пути истинному. Сейчас мы чуть-чуть с ними поиграем в мир, ну а потом чуть что. Оба. Все. И вот это оба, я думаю, оно скоро случится, потому что Израиль из Ливана не выйдет, а это одно из условий, Ну и четко прописано. получается, В этот раз на бумаге. На не... бумаге. с подписью Трампа. С подписью Трампа. Соответственно, еще раз, Трампу позвонят и скажут: брателло, ты как хочешь. Не можешь? Тогда мы решим этот вопрос. Но чтобы тебя там рядом не было. Трамп скажет: ну, братаны, мы же порешали. Ну и все. И вопрос таки будет решен, но совершенно с другим, скажем так, театральным эффектом. Вот, Иран миротворец, они хотят мира на Ближнем Востоке. А с американцами договариваться бесполезно, потому что не держат свои слова, вообще неплохие люди. Вот и все. значит, интересные материалы тоже выскакивают у нас во время эфира. Значит, 1 июня, то есть 17 дней назад, завод французской компании Delair, которая производит дроны для Украины, забросали несколькими коктейлями Молотова. На записи с камер видеонаблюдения попало несколько человек. Прокуратура Тулузы начала расследование по факту нанесения ущерба особо опасным способом. 3 дня спустя арестовали белоруса, который снимал на видео прототип беспилотника. Ему предъявили обвинение в шпионаже за съемку прототипа беспилотника. Подозревается под этой акцией причастность России. О, как интересно. Началось, а что только сейчас рассказали. Ну, наверное, ждали саммита G7, Большой Ну, Семерки. пока закончится, наверное, да. Не могли понять, Трамп с ними, там против них. Когда поняли, что Трамп с ними, все, даем полный ход всему. А то, что, ну, не знаю, там, в каком-нибудь мессенджере можно найти кучу злых безработных арабов, которые за десятки франков сожгут любой город. Но это вторично. Да, друзья, ну, значит, что еще из последнего, значит, появилось видео российских войск в центре Константиновки. То есть до этого была информация, что в центре бои, но сейчас вот появилось видео их там. Ну и, понятное дело, Райалександровка, то, о чем я говорил в начале, сейчас это серьезно. На самом деле это серьезное как бы продвижение. И Не, ну серьезное. там аналогично, на самом деле, из Краматорска, насколько я понимаю, убежали украинские офицеры, передислоцировались в более стратегически важные центры в Харьковской области. И происходит пенетрация по Покровскому сценарию, когда российские штурма маленькими группами проникают в города и начинают там Ну да, бузить. когда условно подходит ближе, остаются брошенные солдаты ВСУ без связи, вот и начинают выбираться или, ну, скажем так, ну, то есть мы это видим. Мы это видим. Да, мы в Покровске проходили уже, да. Вот такая война. Так, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего А вопроса. что вы хотите, если дроны кругом, там больше 2 не собираться?
Какой ответ будет на удары по Москве? 9% считает, что охота на Зеленского верхушку. 12% перемирие и окончание войны все-таки будет такой ответ на сегодняшнее утро. 38% дамба в Киеве, энергетика, которую положат. Ну и 41%, ну тут близко, 38-41, что будет наступление на фронте, будет продвижение, да, на фронте. Вот такие итоги нашего опроса. Дополнительный вопрос от себя. Слушайте, Степан Геннадьевич, там вот хвастается Федоров, показывает, как он Писториуса тычет телефон, как Москву бомбили, и так и подписывает, показываю, а все заглядывают, что ж там Федоров показывает. Эти европейцы, которые сегодня на заседалове навыделяли деньги. Причем так интересно, слушайте, этот британский министр обороны, это ж новый, прошлый-то ушел, говорит, мне казначейство денег не дает на оборону Британии. А проходит пару дней, приезжает этот товарищ и говорит, миллиард долларов. Ну, это такое. Не, ну мы с вами обсуждали, я говорю, что найдут хотя бы что-нибудь. Обязательно, Дело видите, и святое, видите, это же нашли. священная война. Так этот Федоров, Степан Геннадьевич, он же как сказал, что Крыму будет пи, ну, пец. Ну, сделаем из него остров, да, он сказал, да. Ну, Ну, дронами остров не особо сделаешь. Мне просто любопытно, вот, что нужно еще, как нужно опустить кремлевских, чтобы они ну, задумались о том, что, черт возьми, а у нас где-то яйца там были, надо бы их найти. Вот я не знаю, что нужно еще с ними сделать. Ну, есть соображения, но не для эфира, как говорится. да, друзья, переходим к вашим вопросам. Начнем с вопросов из клуба, потом сообщества и чат-трансляции. В чат пока не пишите, вопросов действительно очень много. Так, значит, так, про S&P вопрос. S&P 500. Терапевту, сразу к терапевту. Терапевту? Следующий вопрос. Да. Ну, подождите. Терапевту. Все не просто так. На росте S&P 500 вернет ли Трамп замороженные деньги России после того, как разморозит Ирану? Алекс Цисарев спрашивает. Зачем? Я вам отвечу, как гендир АвтоВАЗа. Можно, а зачем? То есть России деньги возвращать не будут? С какого вообще будуната, извините за выражение, что такого сделала Россия, повторюсь, с Америкой, чтобы ей вернуть деньги? Если бы они, как иранцы, поставили их раком, то да. Так. Так, Петр, Степан Геннадьевич, в связи с массовым выводом из строя НПЗ России и Украины, есть ли у России опция оперативного перебрасывания нефтяных топливных производств в соседние страны Казахстан, Беларусь, Монголия? И будет ли эта опция включена? Насколько я понимаю, в последний раз, когда у нас был подобный кризис, задействовали белорусов, китайцев. А сейчас вот вроде из Беларуси будут бензин гнать. Возможно, даже из Казахстана. Что значит перебрасывать производство? Ну, в Беларуси в свое время было модернизировано достаточное количество мощностей переработки, причем так глубоко, хорошо модернизировано, под как раз всякие интересные схемы с российской нефтью и продажей нефтепродуктов в Европу. Ну, соответственно, после начала войны, даже после, по-моему, 2015 года там начались проблемы политического характера. Мощности не задействованы, нефть можно гнать, получать обратно нефтепродукты. Чем сейчас и будут заниматься, я думаю. Так, вот такой вопрос. Игорь, много лет назад молодому Нетаньяху Равин Шнейрсон сказал, ты недостаточно делаешь для прихода Машаха. Нетаньяху исправился. Степан Геннадьевич, как вы считаете, какой Володя получит более высокую награду за приближение прихода Машаха, Зеленский или Путин? Ну, я слышал другую историю с Нетаньяху, что Шнейрсон ему сказал, что ну, вообще ты так конкретно, на самом деле, смакиваешь на Машаха. Ну, это сам Нетаньяху рассказывал. Кто из них делает больше? Вы знаете, больше самих еврейцев никто не делает. Есть там такой прикольный чувачок, как же его по матери-то, Милейковский.
Вот, Милейковский из Белоруссии родом. Вот он делает больше всех. Ему очень сильно в этом помогают некто Беня Квир. И еще там один такой у него помощник есть, мощный. Сейчас вспомню. Ой. Имбицицель Смотрич. Вот. Мгм. Все остальные так массовка. Владимир, Степан Геннадьевич, ложь, повторенная 1000 раз, становится правдой. Фраза, которую приписывают Геббельсу. Как оценивать тогда факт, что общий тираж Библии за всю историю человечества оценивается в 5-8 миллиардов экземпляров? Почему люди уперто не замечают это правило про ложь по отношению к Библии? Ну, слушайте, людям... Почитайте Ницше, и вы поймете. Есть такая у него прекрасная вещь «Ресентимент». Так вот, религия – это, по большому счету, часть ресентимента – это для слабых волей и слабых разумом. Потому что, на мой взгляд, главная заслуга религии – это в том, что она снимает с вас всякую ответственность за ваши действия. На все воля Божья. Все, точка. Мгм. Соответственно, все эти Библии и у председателя СНТ ему кто-то слил и позволил раскрыть страшную правду по поводу появления так называемого христианства и деятельности общества Христа Ватиканского, иезуитов. Посмотрите ролики, всем рекомендую. Кто-то Так. поймет, кто-то нет. Степан Геннадьевич, призыв русского человека разместил интернет-ресурс Алтен News. Предлагаю переименовать партию «Единая Россия» в «Единый Израиль». Это хотя бы будет честно, чтобы люди знали, за кого они голосуют. Конец цитаты. Насколько, на ваш взгляд, это перекликается с нынешними украинскими реалиями? Не в этом ли кроется секрет кровавой бойни славян, которая длится уже столько лет? А вот эта тема с кровавой бойни славян достала реально своей глупостью. Ну, объясните. Не, ну слушайте, ну геополитическим интересам, чем далеко не евреев, абсолютно пофигу, кто с кем борется. Россия представляет собой, с британской точки зрения, еще раз, в 1903 году была издана книга, как запамятовал, о Срединной империи. На нашем месте могли оказаться китайцы, если бы они заселяли эту территорию. И все. Мгм. Почитайте уже, я заколебался, как попугай, повторять одно и то же. Почитайте, проанализируйте все происходившее и происходящее, как говорится, все написано до нас. Не надо ничего придумывать. А славяне борются. Ну, извините, шляхта тоже славяне. И что? Американцы их называют славянскими нигерами. Ну, дальше что? Тоже славяне. Ну, украинцы, формально славяне. Меньшая их часть. Ну и что? Воюем дальше. Что? Причем здесь этот панславянизм, это старые сионистские изобретения, на самом деле, так называемый панславянизм. Уже Понятно просто ваша, устал этого вопроса. Еще понятна ваша спросите, а будет ли позиция. переселение в новую Великую Хазарию? Нет, не будет. Успокойтесь. Ну, хорошо, что успокоили. Так, Алексей, Степан Геннадьевич, Трамп будет стремиться любым способом завершить военные действия в Украине до выборов в Конгресс, или международная повестка как раз-таки на выборы абсолютно не влияет? С уважением. Да ему пофигу. Слушайте, американскому избирателю, как показывает практика, и об этом прекрасно осведомлены все политики и политтехнологи, волнует одно состояние экономики его кошелька. Все, точка. Абсолютное большинство американцев вообще без понятия, где находится эта Украина. Я не шучу. Мгм. Павел, Степан, шалом. Ой, Азаханвей. как вы сказали? Азаханвей.
Ой, вей. Короче, А заходной. вы превосходно просчитываете ходы, соответственно, и последствия. Можете ли разбить мой анализ? Все, что заварилось в Иране, пошло не по плану. Для Янки подписать то, что они опубликовали, выстрелить себе в обе ноги одной пулей. А не может ли эта вся канитель служить Трампу для сбора средств к выборам в Конгресс? Не секрет, что деньги решают многое. Подозрительно много было странных телодвижений Трампа и обогащающих ставок на биржах. Может, все это дело в выборах? Да нет, смотрите, а, Бжезинский в своей последней книге правильно писал, что, на мой взгляд, правильно. Американские элиты находятся в состоянии советских элит. Эта книга была издана в январе 2012 года. В состоянии советских элит в середине 80-х. Америку погубит ничем неограниченная жадность. Я это называю талмудизм. В Талмуде это прописано. Все злато и целки мира, и только потом придет Машиах и принесет халяву после искупления. В других трактовках 600 тысяч богоизбранных душ летают в ноль выше на земле. Зависит от раввина. Да. Ладно, хватит религиозных экскурсов. Сколько денег ему нужно на выборы? Миллиард, два, три. Это первое. Второе. Чтобы выиграть выборы, экономика должна быть экономной, то есть в хорошем, прекрасном состоянии, чтобы американцы были счастливы и всячески поддерживали курс президента и партии, его партии. Иран – это был последний факап Моссада. Просто последний факап Моссада. Они до сих пор этого не поняли. Судя по тому, что они делают, по их риторике, что несут неокоды, что они требуют в Штатах. Поэтому, да, это была последняя стратегическая ошибка империи. Но было ли это сделано Трампом и его окружением, чтобы заработать денег на выборы? Тогда они просто идиоты конченые, потому что тот гешефт, который они могут поиметь, не сравним с теми рисками, которые они могли поиметь и поимели. Но опять же, они не были в состоянии, до сих пор не в состоянии оценивать эти риски. Но я думаю, что гешефт это был, знаете, такое приятное, что ли, дополнение. Все были уверены, что Иран ляжет, и Трамп поедет к Си, выкручивать ему руки и скажет: смотри, как мы положили Венесуэлу. Смотри, как мы положили Иран. Теперь у тебя нет всяких сухопутных коридоров обходить все эти проливы. Так что сидите и не пидите, и гони сюда редкоземы, иначе мы сейчас тебе устроим морскую блокаду. А приехала ему Си, сказал: так, Трампик, дорогой, чуть пошире расстегни воротничок, я тебе туда кое-что положу. Подарочек от себя. Так вот. Понимаете, когда политик и его окружение во главу угла ставят жалкие шекели, они всегда имеют. Люди, которые, скажем так, не обременяют себя всякой мелочью вроде шекелей, потому что у них этих шекелей до мамы. Так, значит, следующий вопрос. Василий, Одесса. Степан Геннадьевич, помните в фильме «Штрафбат» сцену, где немецкий генерал сокрушался из-за того, как русские не берегут своих солдат? Мало верится, что немцы беспокоились тогда о русских, в принципе. Дело совсем в другом. Фильм сняли в России, показывали по российским каналам. Я считаю, это предательство памяти российских воинов тогдашней элитой за плюшки, которые тогда были обещаны. В конце концов, и на деньги кинули тоже. Вопрос. Не кажется ли вам, с учетом того, что так называемая элита, которая в принципе не поменялась, Путин, ставленник семьи, начала и ведет войну вовсе не из-за достижения целей по денацификации, демилитаризации, из-за всякие там ценности, а исключительно для того, чтобы западные партнеры так и приняли их в свое
с позволения сказать, общества. Ведь война, как А, говорит Шелест, странная. Такое ощущение, что между очередными ударами торг с уважением мира и добра. Все из-за бабок, и не надо лохматить бабушку, говорил Задорнов. а, ну, вы, на мой взгляд, очень близки к истине а, по поводу принятия, скажем так, За в своих, элиты, да. потому что все, скажем так, все проблемы формально начались, отношения между путинскими и Западом, они начались после Мюнхенской речи, по-моему, 2007 года, если не ошибаюсь. Что предшествовало Мюнхенской речи? Ну, предшествовали определенные назначения в правительство путинское, да, когда министры спорта просто развернули в Америке в аэропорту, сказали, ну, мы не можем таких фигур с таким непонятным прошлым, согласно нашему досье ФБР, впускать в страну. Далее последовало, насколько я понимаю ситуацию, требования путинских быть легализованными на Западе как первая часть семьи Ельцинской, прошу прощения. Им было отказано. Ну, им сказали, что типа как-то вот у вас с папочками не очень, из досье не очень. После этого начались проблемы в отношениях. Мгм. Так, следующий вопрос. И Путина как раз заманивали в украинскую аферу, в том числе всяческими воплями и криками, что мы очень боимся, не надо ни в коем случае. Ну, понимаете, как собака, я все понимаю, сказать не могу. А касательно того, что вы сказали относительно фильма, я бы вам рекомендовал почитать мемуары немецких офицеров, немецких фельдмаршалов, поскольку Нацистов, что ли? да, да, фуцистов. Поскольку если я сейчас вкратце буду пересказывать их содержание, то сразу получу как минимум несколько статей за искажение всего и вся. Мгм. Степан Почитайте Геннадьевич, сами. добрый вечер. И то, что говорится в этом фильме, оно не так далеко от того, что они писали в своих мемуарах. Добрый вечер. В том Вопрос. числе находясь в советских концлагерях в Вопрос. плену. Оптимисты учат английский, пессимисты китайский. Какой учат реалисты? Калашников автомат изучают. Разобрать, собрать? Да. Так, значит, Степан Геннадьевич, до разгрома Ордой в Киеве был самый большой невольничий рынок на Руси, причем работорговцами были еврейские и арабские купцы. Спустя 800 лет те же купцы также воруют людей, содержат в железных клетках, называют после учебки товаром. Это что, насмешка истории такая? Такой вопрос. Ну, если верить этим историческим сказкам, то, наверное, да. Синяя борода. Степан, скажите, как становится видно, ситуация в заливе не закончится просто так. Наблюдаем суету премьера страны библейского народа. Скажите, он успеет довести страну до разрушения? А то сам Успеет. успеет, думаете? Успеет. Мгм. Понимаете, в чем проблема этой замечательной страны? Проблема не в премьере, а проблема в народе, который населяет. Потому что если вы посмотрите на оппозицию, кто там у нас этот самый Нафталин Беннет, возможный премьер от оппозиции, он говорит все то же самое, что и Нетаньяху, и будет делать все то же самое, что Нетаньяху. Поэтому здесь уже все поставлено на поток. И товарищи с верного пути не свернут. Мгм. Здравствуйте, Алексей Зеленов, пишет Александр. Попросите Степана прокомментировать интервью депутата Госдумы Журавлева «Комсомольской правде», в котором он готов уничтожить весь остаток Донбасса, подконтрольный Киеву, вместе с людьми ракетами. А если ракет не хватит, то можно ядеркой шарахнуть. Это и есть защита мирного населения Донбасса или что-то другое? Спасибо. Я, честно говоря, не читал. Много странных вещей предлагают, в том числе и, э, скажем, если вспомните великого Жириновского,
А моя точка зрения такая, что, скажем, ядеркой бить по хохлам не имеет смысла. Надо бить по тем, кто принимает решения, а не их исполняет. Соответственно, по Европе. И никакой пятой статьи НАТО забудьте о ней. Но опять же, для этого нужны, ну как вам сказать, вот, молодой талант для этого нужен, а не М, Дебби. Украина в ноябре капитулирует, спрашивает вас Марина Ше. Я не знаю. Понимаете, год назад я бы утвердительно ответил на этот вопрос. Но то, как сливают кремлевские войну, начиная с поздней осени 25 года, меня, скажем так, нет определенной точки зрения. Мгм. Вот такой вопрос. Ватикан выплатил жертвам а, филии более 4 миллиардов долларов за последние годы. Это озвучил Фикрет Шабанов. Насколько это резонирует с островом Эпштейна, на ваш взгляд, и чей остров более педолюбивый? Эпштейнский или Ватиканский? Я, честно говоря, не видел данных, да, Шабанов, Мгм. скажем так, он, кстати, втирает про уничтожение славян, весь этот бред. Так, краем глаза посмотрел. Чувака, ну, время только на него тратить. С педофилией, ну что, там педофилии очень давно скандалы длятся. Еще, я помню, наверное, в середине 90-х начались скандалы в Бостоне. А, Поэтому ну, выплатили, что, педофилия. Но остров Эпштейна и класс Эпштейна немножко отличается своей, что ли, изощренностью и задачами. Потому что педофилия, особенно когда это мальчиков касается, да, это вот такой легкий налет сатанизма, того, как они понимают. Потому что с девочками вроде как, ну, обыденно, что ли, а вот с мальчиками не с кем чистыми такими существами. Ну, и потом, понимаете, все же люди проходят все служители, они проходят через семинарии, через общение со старшими товарищами и тому подобное. А старшие товарищи, ну, в основном они обделены женским вниманием, скажем так. Поэтому еще существенная разница в том, что Ватикан это признал, бабки заплатил. А класс Эпштейна никогда это не признает, пока не сядет в тюрьму. И никакие бабки. Хотя были выплаты жертвам Эпштейна, но без каких-либо названий, имен и последствий. Так, Платили в основном не те, кто участвовал в этом, а банки. Судили банки, например, за то, что они вот делали эти проводки. То есть, вообще непонятные ребята расплачивались за все это. мгм. А, Вот такой вопрос, и перейдем к чату. Анна, Степан Геннадьевич, ценю ваше мнение, хочу спросить наших союзников, Китай и Индию. Они же никакие. На двоих 3 миллиарда населения. Одни забрать микроскопический Тайвань не могут, все ждут на берегу. Другие перекати поле, то к одним пристали, то к другим. Оба не помогают, а наживаются на России, за копейки скупая нефть и газ. Сила Сибири-2 просто позор. Продайте нам газ по ценам, как в России. В общем, всего боятся, от всего трепыхаются и вечно оправдываются. Почему? Ну, индусы, может, и оправдываются, китайцы не оправдываются. У вас какое-то странное представление о мироустройстве, на самом деле. Ам, Китай, например, это наш стратегический партнер. Если бы не Китай, ну, нам бы хана была. Просто тупо. Разумеется, на лохах делают бабки. Китай на нас делает не слабо, поднимает не слабо бабки. Потому что лохи ввязываться с голой жопой в такую авантюру, ну, сами понимаете. Теперь тоже все поняли. Поэтому, ну, на дураках, на лохах делают бабки. Ну, и в что в этом такого? Так устроен мир.
Они нам помогают, пока, скажем так, мы им выгодны как партнеры стратегически в решении их стратегических задач. Касаемо Тайваня, ну, слушайте, э, как бы вам так попроще объяснить? Э, Зачем Китаю обострять отношения с США? Ни политического, ни экономического смысла в этом нет. Почему? Потому что Китай поднялся, и Китай развивается дальше как раз на мире, который построил США. И на правилах, которые установил США. Установили США. Соответственно, зачем лишний раз обострять отношения? У китайцев несколько иное представление о жизни. Они делают деньги. Им наплевать на то, какой в какой стране режим. Они приходят в страну с мешком денег, чтобы сделать два. Все. Соответственно, имея такую экономику и имея такого, скажем так, соперника, как США, который начинает жрать опарыши, который начинает крушить в безумии все вокруг, зачем лишний раз обострять отношения? Это было до Иранской войны. Сейчас, я думаю, ситуация такая, что Китай посмотрел на США, на вот это вот убожество, и вполне возможно, что немножко изменил свою политику к Тайваню, по отношению к Тайваню. Это как вот начало украинской войны. НАТО, Запад смотрел на российскую армию и ВПК как на нечто, ну, серьезное. Посмотрев на пару месяцев войны, они так почесали репу, подумали, мама родная, а мы их здесь прям можем кончить. Так и Китай смотрит на США и думает. С другой стороны, Тайвань можно присоединить мирным путем. Китайцы всю свою политику, насколько я понимаю, строят вокруг присоединения Тайваня мирным путем. Типа, какая же у них-то схема-то? Не два режима, одна страна, а как-то вот так вот. Ну, как типа с Гонконгом. Например, гражданам Тайваня предоставляются огромные преференции по ведению бизнеса в Китае. Им предоставляется тоже страховки, все на свете, на материнском Китае. Партия гоминдановцев, она прокитайская. Они выиграли муниципальные выборы. Возможно, что и следующим руководителем Тайваня тоже будет красавица из гоминдановской партии. Ну, а дальше Тут, мирное объединение. тут такое страшное, Степан Геннадьевич. Вот мы же Что все, опять? ну это все. Мы же верим в знаки и символы, мы всегда верим. Да, мы верим обложке экономиста. Гардиан. Погиб дуб Робина Гуда, которому было Все пипец в стране. 1200 лет. Впервые на дереве не появилась молодая листва. Все. 28 метров, окружность ствола 11 метров. Самое большое О, дерево в Британии. Что-то это не надо значит. было, не надо было королю на него мочиться. Вот это плохой знак был. Так, давайте еще пройдемся по чатику, друзья. Значит, вот такие у нас здесь вопросы. Вопрос Димурия от Андрея. С кем серьезно может Кремль говорить на Западе, как вы считаете? Ни с кем. По-моему, Иран показал, что с Западом можно говорить только с позиции силы. А чтобы Запад это понимал, ему надо стать раком. Мгм. Так, значит, читали пресс-релиз директора национальной разведки США от 12 июня. Читал, Так читал. ближе к выборам узнаете, что такое дух Анкориджа. Хусейна вспомните. Вот такой комментарий, что скажете? Ну, там у него несколько докладов было. Главный доклад по биолабораториям, в том числе украинским. Так что очередная теория заговора, она стала реальностью. И чем там занимались? Всем рекомендую прочитать. Мгм.
Значит, Степан, а где Сармат? Армата, Буревестник, Пересвет, Лошарик. И с такими Ну, арсеналом... Армата, да, это понятно. Буревестник, это идиотская идея. Изначально была. Что там еще? Сармат. Сармат летает. Страшная. Прелесть Сармата в том, что у него дальность полета под 30 тысяч километров. Поэтому не надо лететь через полюс северный, можно полететь через южный. А там ПВО противоракетной обороны нет. Мгм. А есть ли в России центр принятия решений? Есть. Но не в Кремле. Мгм. Александр, Степан, как вариант, может Зеленский боится ехать в Москву от страха попасть под свой же беспилотник, по привычке запущенный с Украины при отъезде Зеленского из страны? Не, ну тогда нужно будет пару тысяч сразу запускать, чтобы попал. Да не, ну что вы, все гарантии будут выданы, и зачем еще раз, зачем его арестовывать или еще что-то. Он полезнейший из идиотов, если его правильно использовать. Вопрос, как дела у компании «Газпром»? Акции куда двинутся? Без понятия не отслеживаю. Мгм. Так, значит... О, Моше пишет, за базар ответишь, Димура вместе с Шелестом. Не по-пацански, за базар Шелест отвечать надо. Вроде, А за какой базар? вроде Моше, а как-то так. А за какой базар-то? За то, что еврейцам рассказали, что они самые страшные антисемиты и суицидники? Это не базар, чувак, посмотри на недавнюю историю событий в заливе. Вопрос, чем Путин может заинтересовать Трампа, чтобы, наконец, заставить США выйти из конфликта Россия-Украина? Или это невозможно, пока США продолжат бить Россию руками Украины? Трампа интересует одно бабло и политическое продолжение политической карьеры. Значит, нужно с баблом, да. Э, Бабло все там, оно и так у него. Значит, если будет какая-то угроза или помощь в продолжении политической карьеры, наверное, может заинтересоваться. Мне так кажется. Э, Так, в гости приглашают в Адлер. Спасибо большое, друзья. Давайте закончим на чем-то хорошем. Да, вот вопрос был. Когда наступит всеобщее счастье, Степан Геннадьевич? Скоро. Году-то 28-м. Слушайте, ну, с этими всеми прогнозами, что до 30-го года будет черти шо, как бы это прям хороший Так прогноз. это ж, понимаете, ведь счастье – это понятие относительно. Счастье одного – это не счастье другого. Релятивизм, понимаете ли. Желаем всем быть среди тех, для кого счастье все-таки. Да? Но не такое Да, краткосрочное, попасть туда. а вот такое, прям всеобъемлющее. Степан Геннадьевич, спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Удачи. Берегите себя, друзья. Добра и света, несмотря ни на что.